Друзья мои, всем привет! Я сегодня четко собралась на коп и дошла уже до нужного места. Ну, немножко задержалась по пути, сейчас даже расскажу почему. Дело в том, что на лугу, через который мне нужно было идти, я обнаружила какой-то интересный объект. Ну, выкопанная яма огромная. Причем аккуратненько выкопанный какой-то такой квадратик. Вокруг него затрамбована как будто бы дорожка, ну, вроде как для заезда. Ну и, конечно же, к этому объекту я отнеслась с опасением, учитывая то, в каком регионе я живу и в какое нынче время. Но вроде никого вокруг не обнаружилось, поэтому я немножко, конечно, там прозвонила, ничего не нашла и от греха подальше отправилась мимо по дорожке к намеченной цели. Копать я сегодня буду на моем любимом лугу, совмещенном с советским пляжем. Очень надеюсь на находки как советского периода, так и царского, так как они здесь попадаются, и это я знаю точно. Да, и на всякий случай, если дело совсем не пойдет, я захватила поисковый магнит. Ну, я его сейчас откину в стороночку, носить я его с собой не буду, он тяжелый. Ну и если не понадобится, потом заберу. Ну что, погодка прекрасная, дождя пока нет, дождевик взяла, все должно быть супер. Осталось только добавить в эту историю везения и выкопать хоть что-нибудь. Под лопатой первый сигнал красивый, который я вообще сегодня нашла. Похожий на медь. Причем на достаточно большую монету. Ну, а окажется, это, скорее всего, я так подозреваю, какая-нибудь ложка, например. Вот они всегда так красиво звенят. И я думаю, что это будет именно она. Ну, если вообще не какой-нибудь тюбик алюминиевый. И тоже может быть, потому что цель достаточно крупная. Что-то вот здесь. Что-то здесь, что-то здесь. Так, ну, хотя бы по звуку прибор не зашкаливает. И уже хорошо. Что здесь будет за штуковина? Где-то что-то прям рядом. Но не глубоко, соответственно, друзья мои, что это? Это вот такая вот крышка от чего-то. Алюминиевая. Ну, она побольше, чем обычные крышечки. Ну, соответственно, звенело вот так вот. Шикарно и красиво. Да. Прошло уже часа полтора моих поисков. Из монет были только современные. Ну и вот там вроде что-то похожее на монету лежит. Ну и я ее уже ножом поковыряла. Ну, конечно, если монета, то обязательно же надо так сделать. Вот. Только не говорите, что опять современная. Пожалуйста, не надо. Нет, советская. Советский пятак, наверное. Ну, поздний, так что не особо-то и жалко. Сейчас попробую помыть. Рядом, конечно, речка. Так, 61-го. Да, 61-го года. Естественно. Ну, это первая моя сегодня советская монетка, так что я ей рада. Не знаю, прогонит ли меня дождь с сегодняшних поисков, но начинается. Крапает. Рядом речка. Хожу вот здесь вот по бережку.
В надежде еще что-то найти. Должны быть и ранние советы здесь обязательно. Только как-то сегодня не попадаются. И еще одна монетка какая-то попалась неподалеку. Вот от нее след, возможно, даже современная. Я не удивлюсь, я их сегодня очень много выкопала. Ага, и вот она, 50 копеек. Да что ж такое-то, где ж советы? Точно знаю, что их здесь полно. А копаю ходячку. Дождь пускается все сильнее и сильнее. У меня хоть какие-то монеты пошли, и выпал еще один пятак, наверное. Опять пятак 61-го, скорее всего. Дождь меня, конечно, не напугает особо. Дождевик есть. Но не хотелось бы, конечно, его доставать. Но что делать? Пойду, наверное, я к нему, потому что, кажется, он будет сегодня сильным. Вот такая вот мне деталь еще попалась. Приплюснутая с одной стороны. Звенящая прекрасно. Что это могло быть, не знаю. Но вообще напоминает мундштук. Ну, для сигареты, но вряд ли. Ну, такой самодельный, скажем так. Маловероятно. Скорее всего, просто смятая какая-то деталька. Но пока не дошла я, конечно же, до рюкзака. Находки не дают. Сигнал за сигналом. Их тут очень много. Ну, а если тут что-то дельное, значки я здесь находила. Да и ранние советы попадаются. Надо выбивать место. А вон какой-то парень идет. Друзья мои, я грязная, как просто. Не знаю кто. Пошел очень сильный ливень. Я по-прежнему копаю, перчатки уже насквозь промокли. Ну, надежд на то, что он перестанет, нет, потому что я знаю, что по прогнозу после обеда дождь. Ну и не знаю, пока ничего интересного не попадается, но я пока еще хожу, несмотря ни на что. Я уже промокла до нитки, но, по крайней мере, руки точно. Вон все грязное, перчатки мокрые, блок замотала вон. Ну, за счет того, что до этого попала водичка уже, поэтому под пакетом тоже вода. Ну, так хотя бы пленка прилипла. Конечно, может, для металлоискателя это не очень хорошо, но пленочка прилипла, и хотя бы мне видно циферки. Дождь очень сильный был. Хожу вот тут по роще, там дальше вон речка проглядывается, точнее болото. Был сигнал четко медной монеты. И я что-то, ребят, выкопала. Выкопала, но еще не смотрела, что. Вот она, видите? Вот она. Вот она, ребята, вот она. Класс, это монета, ребята. Ага, это монета. Конечно, сложно понять, какая. Ну, наверное, это 5 копеек или 3 копейки. Александра, Николая. Сейчас буду мыть. Вода, конечно, рядом, но мыть буду. Ой, какая... Вы не представляете, гляньте, какая я грязная. Посмотрите вот на это все. Я настолько грязная, вам передать не могу. Но это стоило того. Блин, я так долго ее искала. И все-таки нашла медную монету, нашла. Класс. Вообще не важно, что за монета, какая. Главное, что я ее нашла. Ну, сохран, конечно, тут будет печально, скорее всего. Пока ничего на ней не видать.
не видать, только руки вымазала. И все. Дождь, кстати, да, потише стал. И есть еще хоть чуть-чуть возможность походить. Ну что, я не вижу пока ничего на ней. Да, судя по всему, это пятачок, наверное. Или не пятачок, или 3 копейки. Сейчас опять напишут: Яна, как это так? Ты не разбираешься в размерах монет. Ну, не разбираюсь, я не так часто нахожу такие монетки. Вот если мне 2 рядом положить, да, я скажу, что из них что, а так не знаю. Ну, будем надеяться, что после чистки на них хоть что-то будет видно. Но я так ей рада, друзья мои, вы не представляете, как я ей рада. Я нашла ее. Значит, в этой роще определенно надо еще покружиться. Что, собственно, я сейчас и сделаю. А рядом попалась еще копеечка. Ну, скорее всего, это копеечка. Эй, фокус. Вот. Сейчас буду ее мыть. На листик положу, потому что очень грязно. Даже как грязно копать под дождем. Я уже 100 лет не копала. В такой грязи. Да. Копеечка тоже залипшая вся. Ничего на ней не видно. Только руки вымазала. И все. Да. Зря. Зря я это сделала. Ничего не видно на ней. И даже если протереть, все равно ситуация не изменилась. Ладно, буду уже дома мыть, чистить, смотреть, что это такое. Но по сигналу явно копейка. Я могла подумать, что это, например, 1/4 или 1/2. Рядом с царем тем более. Но нет. Явно это совет. Причем поздний. Вот тут вот яблонька стоит. Ну, уже дикая, конечно. Хотя, может, и нет, я не помню. Вроде, может, даже яблоки съедобные еще. И вот, наконец-то, 100 лет не прошло. Выпала вроде как ранняя монетка. Желтеньким блестит. Копеечка. Да, монетка очень грязная. Впрочем, как и все вокруг. Ужасно. Руки у меня грязнющие. И монета, к сожалению, какая-то не очень-то. Так, ладно, я не буду ее руками тереть. Может, на камеру будет видно что-то. 31-го года, наверное, монетка. Да, 31-го года. Но с этой стороны она прям вся сильно в окислах. Эх, ничего я тут не увижу, но буду надеяться, что после чистки что-то получится. Протерла руками, в итоге еще сильней все вымазала. Не густо, конечно, сегодня было по монеткам, да и вообще по находкам. Но, тем не менее, я нашла главную, нашла царскую монету. Правда, конечно, состояние ее очень и очень печальное. Но, тем не менее, видно, что это 5 копеек 1869 года. Большая такая приятная монетка. Также меня порадовал советик. 1 копеечка 1931 года. Но, к сожалению, тоже в достаточно печальном состоянии. Ну что, было еще 6 монеток ходячки. Итого 4,50. 2 монетки по 5 копеек 61 года. 2 копеечки 63-го. И копеечка 72-го. Ну, кстати, вот эту штуку я так и не определила, что это такое, для чего использовалась. Крышечка какая-то. Буду с вами прощаться. Обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарии, оценивайте видео. С вами была Яна, канал Коп для души. Всем пока-пока.